Близнецы, приветствую вас на моем канале. Это ваш астрологический прогноз на июль 2026 года. Самый важный месяц года именно для вас. Я бы даже сказала, последние десятилетий. В Близнецах происходит событие, которого не было 70 лет. Одно из событий. Марс соединяется с Ураном прямо в вашем знаке. Запуск космической ракеты, так можно сравнить эту энергию, это огромный выброс энергии, скорости, желание действовать, менять свою жизнь и, наконец, сделать то, на что вы очень долго не решались. Для кого-то из вас это соединение станет началом новой работы, собственного бизнеса, проекта. Неожиданно решится вопрос вашего переезда, обучения. Возможно, вы смените профессию, образ жизни. Буквально за несколько дней вы можете принять решение, которое изменит ближайшие годы. Жизнь начнет разгоняться, многие события будут происходить намного быстрее, чем вы планировали. До 23 июля ваша планета-управитель Меркурий будет ретроградным. Параллельно будут возвращаться старые вопросы, люди, документы, переписки, незавершенные дела и разговоры. Если вы еще не смотрели мой отдельный прогноз по ретро-Меркурию, обязательно посмотрите. Там я подробно рассказала, что именно может вернуться в вашу жизнь. Особенно ретро-Меркурий будет в доме денег у вас ретроградным. Какие ошибки лучше не совершать и как использовать этот период себе во благо. Ссылку оставлю в описании под этим видео, в закрепленном комментарии. И также на моем канале можете перейти, посмотреть все интересующие вас видео, потому что очень много астрологических событий у нас с вами происходит. Но самое интересное, что ретро-Меркурий не делает июль месяцем застоя, наоборот. Очень активно будет энергия, и Юпитер уже перешел в знак Льва, открыл для вас совершенно новый годовой цикл удачи, роста, расширения. В течение целого года Вселенная будет помогать вам через сферу общения, знакомств, обучения, поездок, оформления документов, переговоров, рекламы, соцсетей, экзаменов, получения новых знаний, связей каких-то полезных. Для кого-то может быть, один даже случайный разговор изменит многое в вашей жизни. Может быть, новое знакомство или время отправления заявки какой-то важной, которая станет началом очень больших перемен для вас. Удача будет приходить не через чудо, а через нужного человека, нужную информацию, может быть, даже где-то в дороге, в поездке, или через правильно сказанное слово. Переходите, ссылка тоже у меня есть, там я для каждого знака подробно рассказала, как проиграется Юпитер во Льве, и впервые выложила на обложку свое фото. Очень много я получила от вас комплиментов. Спасибо вам большое, огромная поддержка. Я даже не ожидала, я знала, что будет много, но не настолько. Спасибо вам огромное. Все ссылки оставляю в закрепленном комментарии. Переходите, смотрите. Но это тоже еще не все. В июле будет работать еще один редчайший аспект. Его вообще последние столетия не было. Это гармоничный аспект между Ураном и Плутоном. Две очень мощные планеты. Такого влияния никто из нас раньше не испытывал, не переживал. Аспект действует не один день, он повторится еще в ноябре этого года. Он открывает такой коридор возможностей до конца ноября и поможет нам с вами менять жизнь очень глубоко, фундаментально и надолго. Обязательно сначала смотрите прогноз по своему асценденту, потом уже по Солнцу и Луне. Все три прогноза будут объединяться и проигрываться у вас. Если вы не знаете знак Луны или асцендент, оставляйте свои данные в комментариях, я бесплатно для вас рассчитаю. Обязательно дата, время, место рождения. Все три пункта. Если одного из них нету, то я не смогу вам сделать расчет точный. Месяц будет очень активным, учитывая, что Уран еще и в вашем знаке сейчас находится и делает аспекты гармоничные. И к нему Юпитер будет делать гармоничный аспект. Очень-очень много энергии, много событий. Они будут разворачиваться настолько быстро, что вам покажется, что жизнь сама принимает решение за вас, не спрашивая вас. Но именно сейчас начинается новый этап, который способен изменить ваше будущее. Обязательно досмотрите прогноз до конца, я вам расскажу очень-очень много астрологических событий. Скорее всего, видео будет не коротким, потому что я хочу рассказать по всем аспектам, все они важные, ничего нельзя упустить. И если после просмотра вы почувствуете, что этот прогноз действительно помог вам лучше понять происходящее, и вы хотите, чтобы этот месяц принес вам энергию, мощную энергию Марса и Урана, не напряженную, а именно благоприятную для действий, для решительных, для смелых поступков, энергию удачи. Пишите в комментариях. Благодарю Вселенную и принимаю лучшие возможности июля во благо себе и моей семье. Если вы впервые на моем канале, я провожу личные астрологические разборы в PDF-формате, натальную карту, ваши напряженные аспекты, денежный канал, формулу брака, или если вы хотите прогноз на год, формулу личной жизни, что проработать, чтобы встретить нужного человека, когда это произойдет, какие транзиты сейчас, где Юпитер, Нептун, Плутон находятся в вашей карте. Пишите мне в Телеграм, Инстаграм, все ссылки оставляю в закрепленном комментарии, либо на электронную почту, которую вы увидите на экране. Цены я буду повышать, они актуальны на данный момент до августа 2026 года. 4 июля Марс соединяется с Ураном в вашем знаке. Это
очень мощное астрологическое событие, вы не можете его не почувствовать. Обязательно потом делитесь, как у вас проиграется. Но я бы вам описала это, знаете, какая-то энергия. Это как запуск космической ракеты, не меньше. Вот несколько секунд назад все было спокойно, и вдруг получаете какой-то мощнейший импульс, колоссальную силу, ускорение, которое невозможно остановить. Просто встаете и идете что делать. Кстати, у меня такое было. Надо посмотреть, было ли какое-то соединение с Марсом, но когда я завела этот YouTube-канал, я просто встала, пошла и записала первое видео. Все, просто ни с того ни с сего, я решила, что занимаюсь YouTube. Вот такая вот энергия у вас тоже так может проиграться. Просто встала, пошла, сделала. Без раздумий, без размышлений. Есть ли у меня хорошие там микрофоны, время, неважно, что я на камеру себя не показываю. Просто я взяла и сделала это, как я это видела, и через 1,5 месяца я уже набрала пару тысяч подписчиков. Вот именно так будет работать соединение Марса и Урана. Самое важное, что это в вашем знаке происходит, в вашем первом доме гороскопа. Перемены начинаются прежде всего с вас, с ваших решений, ваших желаний, ваших эмоций, вашего образа жизни. И многие из вас, близнецы, буквально почувствуют, что больше не могут жить так, как раньше. Вам захочется свободы, движения, новых впечатлений, новых горизонтов, людей вокруг, целей, обучения, вообще нового направления. Может быть, вам хочется все и сразу изменить. События будут разворачиваться настолько быстро, что вы сами удивитесь, что еще вчера просто думали о новой работе, сегодня вы уже сидите на собеседовании. Еще недавно смотрели каких-то блогеров, мечтали открыть свой блог, свою страничку, завести YouTube, Instagram, и через несколько дней одно видео неожиданно набирает у вас сотни тысяч или даже миллион просмотров, вы становитесь популярными, или вы давно мечтали чему-то обучиться, и вдруг находится именно тот курс, преподаватель, или выбивается реклама, что бесплатно можно пройти месяц обучения, или сообщество, в которое вы попадаете, полностью меняет ваши взгляды на жизнь. Уран — это планета неожиданностей. Главное, что вы должны помнить. Не удивляйтесь, если в вашу жизнь буквально с небес придет предложение, которого вы совсем не ожидали, прямо на голову вам. Позвонит человек, с которым вы давно потеряли связь, появится шанс переехать, тем более, что Меркурий ретроградный уже может давать людей из прошлого. Предложит новую должность, или вы вдруг сами поймете, что больше не хотите откладывать свою мечту ни на один день. Очень важной будет тема дорог, транспорта, поездок, обучения, оформления документов, общения, переговоров, соцсетей. Можете неожиданно купить автомобиль, о котором давно мечтали, решиться получить водительские права, впервые полететь в страну, куда много лет хотели попасть, или вообще впервые на самолете полетать. Можете начать иностранный язык какой-то учить, освоить новую профессию, которая в будущем полностью изменит ваш уровень дохода. Если вы работаете в интернете или удаленно, это невероятно сильная энергия. Запускаете рекламу, продвигаете свои продукты, услуги. Такие аспекты дают вирусный контент, резкий рост аудитории, приглашение в крупные проекты, коллаборации, неожиданную популярность. Конечно, это не означает, что абсолютно каждый близнец проснется знаменитым, но если вы давно вкладывались в свое дело, сейчас Вселенная может резко ускорить результаты ваших усилий. Но у этой энергии есть обратная сторона. Марс отвечает за скорость, действие, огонь, Уран — это электричество, техника, внезапность, все, что происходит неожиданно. Поэтому в эти дни, в начале июля, особенно будьте осторожными, не торопитесь, потому что спешка может вам дорого обойтись. Будьте внимательны за рулем, не надо проезжать на красный свет, торопиться. Даже если вы опаздываете, ничего. Помните, что этот аспект работает, и не нужно идти на обгон или там давить на педаль газа. Что еще? Обязательно будьте осторожны с электроприборами, выходя из дома, проверяйте, отключили ли вы там технику, плиту, утюг, все. Очень осторожно с приборами, зарядными устройствами, там пауэрбанки возле себя не оставляйте, или на ночь не ставьте телефон возле себя на зарядку или ноутбук. Если у вас была какая-то поломка бытовой техники в доме или электропроводки автомобиля, лучше займитесь этим до 4 июля, чтобы потом не столкнуться с неожиданными какими-то ситуациями, да. Марс с Ураном иногда работают как вспышка молнии. События может происходить настолько быстро, что вы не успеете понять, как оказались в совершенно новой реальности. Главный совет этого периода — не сопротивляться переменам, но и не действовать импульсивно. Обдумывайте все, дайте себе время. Если что-то происходит слишком быстро или вас торопят сильно, говорят: да-да-да, давай ответ сейчас же, да или нет. Нет, берите паузу и спокойно обдумывайте. Будет Вселенная открывать перед вами новую дверь, вы в нее можете смело входить, но прежде чем хлопнуть старой дверью, убедитесь, что вы действительно этого хотите, что вы все хвосты закрыли еще в прошлых делах. Соединение дает невероятное количество еще и физической, психологической энергии, и вы можете быть более раздражительными, появится ощущение, что вы способны свернуть горы, напряжение прям будет такое, но будьте осторожны. Лучше эту энергию направить не на ссоры, не на конфликты, а, не знаю,
на спорт или на ремонт дома, или разгрести что-то, какие-то вещи, хлам. Просто будьте осторожны с этой энергией и направьте эту силу в созидание. Начните проект, освойте новую профессию, запустите бизнес, поедете туда, куда вы давно собирались, сделайте первый шаг, которого вы так давно боялись. Даже несмотря на ретро-меркурий, потому что Уран тут сильнее намного. Ничего страшного, да, по ретро-меркурию, может быть, потом позже какие-то технические моменты окажутся, да, что-то там документы затеряются, или переподписать нужно, или что-то. Но ничего страшного, тут энергия вас поддержит. Обучайтесь, расширяйте свои горизонты, действуйте смело. Если 4 июля день был похож на запуск ракеты, резко, неожиданно и с ощущением, что жизнь буквально за секунду меняет направление, то уже 5 июля эта мощная энергия начинает приобретать форму и поддерживает вас. Огромная внутренняя сила, которую можно направить туда, где вы давно хотели добиться какого-то результата. Марс продолжает идти по вашему знаку. Энергия вся сосредоточена именно на вас. Вы становитесь смелее, увереннее, быстрее принимаете решения, добиваетесь своего, сильнее влияете на окружающих. Люди начинают замечать вас, прислушиваться к вашему мнению. Если вы раньше в чем-то сомневались, откладывали важный разговор, не решались на что-то, а может быть запуск проекта или какой-то другой серьезный шаг, то сейчас у вас появится ощущение, что пора действовать. Самое главное, что это благоприятный аспект трин к Плутону в 9 доме гороскопа. Плутон — это не просто трансформация, это огромная скрытая сила, потенциал, большие деньги, влиятельные люди, государственные структуры, власть, серьезные решения, события, которые способны полностью изменить жизнь. А 9 дом — это путешествие, это иммиграция, переезд за границу, иностранцы, международные проекты, визы, документы, высшее образование, преподавание, юридические вопросы, издательская деятельность и расширение горизонтов. Именно в эти дни у многих из вас могут появиться какие-то события, связанные за границей, с людьми издалека. Может неожиданно написать человек с другой стороны с предложением сотрудничества. А кто-то получит из вас приглашение на обучение, стажировку, работу за рубежом. Или получите долгожданную визу, разрешение на выезд, на переезд, положительный ответ по документам. Поймете, что настало время менять страну, город или вообще весь образ жизни. И тут самое главное, что вы сами будете действовать. Это ваш напор, это вы тут главные. И тут будет сопутствовать вам удача. Очень вероятны знакомства с влиятельными людьми, может быть успешный предприниматель, инвестор, чиновник, руководитель крупной компании или человек, который обладает серьезными возможностями. Один разговор с ним способен открыть вам двери, которые раньше казались закрытыми. Если вы занимаетесь какой-то частной деятельностью, предпринимательством, прекрасное время для масштабирования, расширения своего бизнеса. Можете выйти на новый рынок, найти зарубежных клиентов, партнеров, начать работать с крупными организациями и заключить долгосрочное сотрудничество. Самое главное, тут энергия не то, что свалится вам на голову, это вы сами делаете, и Вселенная отвечает вам «да». Вы сами спрашиваете, и вам отвечают «да, можно». Если вы думали купить билет, оформить документы, отпуск планировали, переезд, тут может быть полет, кстати, перелет куда-то в отпуск, на отдых в какую-то страну, то вот энергия этого дня этому способствует. Многие вопросы будут решаться гораздо легче, чем вы ожидали. Но Плутон всегда требует честности. Если вы пытаетесь удержаться за какие-то старые убеждения, старую работу, которая давно себя исчерпала, или боитесь выйти из зоны комфорта, то жизнь сама подтолкнет вас к переменам. Через какие-то неожиданные ситуации, через человека, который буквально переворачивает ваши взгляды. Когда мне пишут, что «Ой, вот вам и хорошо проигрался аспект, уволили меня», что вы на это скажете? Скажу, что вы, значит, засиделись на этом месте, и вам давно пора двигаться в новом направлении, но все вы боитесь и держитесь вот за эту работу с 9 до 6, ничего не меняйте, не расширяйте свой кругозор. Вы даже не знаете, что уже через дорогу там открылось что-то новое, требуется на более лучшую зарплату специалист, в котором они нуждаются, вы. И вы даже не пошли, не спросили, не узнали. Тут вас жизнь выталкивает, говорит, да иди спроси, да открой свои глаза, посмотри по сторонам, сколько возможностей, сколько объявлений. Чего ты сидишь на этой работе с таким графиком, с такой зарплатой, таким отношением к себе. Вот вам и так может проиграться этот аспект. Сами действуйте, значит, обстоятельства вас вытолкнут. Ну, в общем, начало месяца такое, что через какое-то время вы будете сидеть и думать, я вообще уже не тот человек, которым был еще неделю назад. Настолько энергия может вас поменять. Используйте день максимально активно продавайте свои услуги, продвигайте товары, подавайте документы, отправляйте резюме, выходите на связь с людьми, едьте куда-то, договаривайтесь о встречах, начинайте обучение, запускайте проект, связанный с интернетом, путешествиями. Боитесь, но делайте все равно. Бойтесь, но все равно делайте, потому что тут
такую обратную связь, такие возможности можете получить, что сами не ожидаете этого. Чем смелее действуете вы сейчас, тем больше возможностей открывается перед вами в ближайший год. Вы через 3 месяца можете сказать: ну хорошо, все, хватит, я буду действовать. Но столько энергии, как сейчас, у вас уже не будет, поэтому решайтесь, не откладывайте на потом. И перестаньте оценивать события по принципу приятно, неприятно, благоприятно, проигралось или нет для меня. Лучше спрашивайте себя, куда сейчас жизнь вас ведет, что она вам хочет показать, какую возможность вы пока что не замечаете. 6 июля Солнце из второго дома гороскопа будет образовывать напряженный аспект к Сатурну в вашем 11 доме гороскопа. После сильного импульса первых дней июля жизнь предлагает вам остановиться и проверить, а насколько устойчиво вы стоите, а что у вас с финансами. Это уже аспект не про скорость, а про ответственность. Он показывает слабые места, которые раньше было удобно вам не замечать просто или откладывать что-то. Солнце в раке, а для вас это второй дом гороскопа: деньги, доходы, имущество, личные ресурсы, самооценка, чувство безопасности, понимание собственной ценности. Вот именно тут сосредоточено все внимание. Вы можете думать о повышении дохода, искать новую работу, крупные покупки совершать или продавать что-то крупное, свое имущество. Можете думать о накоплениях, о том, как сделать свою жизнь финансово стабильнее. Сатурн находится вовне в 11 доме. Это дом коллективов, друзей, социальных сетей, клиентов, единомышленников, организаций, общих целей и долгосрочных планов. Квадрат между этими планетами показывает конфликт между вашими личными интересами и ожиданием окружающих. У многих из вас именно в эти дни могут возникнуть задержки с деньгами. Может, работодатель принесет выплату зарплаты, клиент попросит отсрочку, сорвется сделка, задержится перевод, придется пересматривать бюджет или отказаться от какой-то незапланированной покупки. Не всегда это потеря денег, но это проверка того, насколько разумно вы распоряжаетесь своими деньгами. Если вы в найме работаете, может быть разговор с руководителем о ваших обязанностях, зарплате, о ваших результатах работы. Вам могут дать больше ответственности без увеличения дохода или появится ощущение, что труд ваш недооценивают. Не повод сейчас обижаться именно в эти дни или выяснять отношения, но оцените, действительно ли ваши знания, опыт и результат соответствуют тем деньгам, которые вы хотите получать. Может, стоит что-то поискать новое, там, где вас больше и лучше будут ценить. 11 дом связан еще с друзьями, поэтому кто-то из вас может разочароваться в человеке, которому доверял, или это может быть и коллега. Друг может не выполнить обещания, не вернуть долг, отменить совместные планы или покажет свое истинное отношение к вам. Иногда этот аспект помогает понять, кто действительно рядом с вами, а кто был рядом только тогда, когда ему было удобно. Даже если вы сейчас не работаете, аспект может вас заставить серьезно задуматься о будущем. Возможно, поймете, что прежний источник дохода больше не актуален. Пора получать новую профессию, искать работу или перестать откладывать важные решения. Именно такие дни может прийти понимание, что жить уже по-старому вообще не получится, нужно что-то менять. Тоже и расходы могут быть, которые связаны с друзьями, с детьми, с коллективом, может, с каким-то мероприятием или исполнением вашей давней мечты. Там, к примеру, придется вложиться в обучение, в оборудование для работы, ремонт техники, оплату какого-то членства в каком-то клубе, оплату курсов или какого-то коллективного проекта. Но главная задача аспекта — не забирать у вас деньги, а научить вас выстраивать правильные отношения с финансами, выстраивать прочный фундамент. Сатурн не разрушает то, что построено качественно. Он убирает только то, что держалось на иллюзиях, на хаосе или на каких-то надеждах, что когда-нибудь получится, как-нибудь получится, что все изменится, ничего. 6 июля не лучший день для каких-то рискованных вложений, но, не знаю, если там вы хотите что-то купить, тоже лучше обождать пару дней. Или кредит, если вы хотите взять. Будьте осторожны, тут не давайте какие-то необдуманные обещания, не лезьте в финансовые авантюры. Зато хорошее время, чтобы составить бюджет, пересмотреть свои расходы, отказаться от лишнего, навести порядок в документах, определить свои долгосрочные финансовые цели и понять, какие люди действительно вам помогают передвигаться вперед, а какие только отнимают ваши силы, время, и вы буксуете с ними на одном месте. 9 июля Венера переходит в знак Девы. До 6 августа она пробудет в вашем 4 доме гороскопа Близнецы. Венера — это планета гармонии, комфорта, удовольствия, красоты, любви и приятных событий. Именно в сфере 4 дома гороскопа в ближайший месяц станет спокойнее, приятнее, гармоничнее. 4 дом отвечает за наш дом, за семью, за родителей, за недвижимость, место, где вы живете, ваше внутреннее чувство безопасности. И тут Венера будет наводить порядок. Дева не любит роскошь. Это знак практичный, знак порядка, режима, здоровья, полезных привычек, постоянных небольших каких-то улучшений. И
Венера тут будет вас спрашивать, как сделать лучше, удобнее или эффективнее свой быт, свой режим. 9 июля многие из вас начнут заниматься домом, обустройством. Не обязательно делать капитальный ремонт, но, скорее всего, это будут какие-то небольшие изменения, перемены, косметический ремонт, который сделает вашу жизнь намного комфортнее. Можете наконец-то разобрать шкафы, избавиться от ненужных вещей, организуйте систему хранения, купите какие-то контейнеры, органайзеры, коробки, полки, чтобы все было удобно, упорядочено. Наведете порядок в документах, на кухне, обновите мебель, текстиль, посуду, какие-то, не знаю, бытовую технику, может быть, какие-то мелочи, или давно сломавшиеся вещи почините, до которых годами, может, даже руки не доходили. Появится желание сделать косметический ремонт, обустроить рабочее место дома, создать более уютную атмосферу. Венера приносит иногда даже и покупку квартиры, может дать, если у вас есть другие еще поддерживающие аспекты в натальной, успешную сделку с недвижимостью или приятные новости, связанные с жильем. Может быть, вы искали квартиру и найдете, арендуете, да, именно тот вариант, который вам нравится. Так как Дева связана с сервисом, помощниками, некоторые из вас, близнецы, могут решить облегчить свою жизнь. Может, наймете клининг, помощницу по дому, няню, сиделку, дизайнера, мастера по ремонту или другого специалиста, который поможет решить бытовые вопросы качественнее. Венера в Деве дает еще желание заботиться о своем здоровье, о своей семье тоже. Вы можете изменить питание дома, начать готовить более полезную еду, организовывать режим дня, купить качественную, не знаю, какой-то фильтр для воды, ортопедический матрас, другие вещи, которые делают вашу повседневную жизнь комфортнее. Еще 4-й дом — это женщины вашего рода. Это мама, бабушка, сестра, дочь, тетя, другие близкие родственницы. В их жизни могут происходить приятные события, может быть, хорошие какие-то новости, может, примирение с ними, решение семейных вопросов, какое-то мероприятие у женщин в вашей семье. И для кого-то из вас именно женщина станет источником помощи, поддержки и хорошего совета в этот период. Если вы давно хотели создать дома атмосферу, в которой приятно возвращаться, это один из лучших вообще периодов месяца. Венера приносит ощущение, что дома становится теплее, спокойнее, уютнее, красивее. Вот и иногда именно из таких, на первый взгляд, небольших изменений складывается настоящее качество жизни. Вы можете еще изменить свои ежедневные привычки, начать пить какие-то витамины, ходить в спортзал. Если вы давно хотели заняться собой именно системно, изо дня в день, то сейчас лучший из этих периодов. Если вы искали специалиста, не знаю, будь то косметолог, стоматолог, психолог, неважно, вы сейчас найдете классного, грамотного специалиста, такого дотошного, прям как любит Дева, и он вам очень сильно поможет. Очень благоприятный период, чтобы искать какой-то специалист, особенно женщину. А для кого-то из вас это может быть период отпуска, когда вы больше времени проводите дома, а не на работе, занимаетесь какими-то домашними делами, семьей. Вообще супер период. 13-14 июля сразу несколько астрологических событий происходит. Меркурий соединяется с Солнцем в вашем 2-м доме гороскопа. Венера делает квадрат к Урану, и происходит новолуние в знаке Рака 14 июля, одна из самых событийных точек месяца. Новолуние во 2-м доме гороскопа – это ваши деньги, это доходы, источник заработка, имущества, покупки, чувство собственной ценности. В ближайшие 2 недели после новолуния многие из вас, близнецы, начнут новый финансовый этап. Кто-то из вас устроится на новую работу, попросит повышения зарплаты, откроет дополнительный источник дохода, зарегистрирует самозанятость, налоговый номер, ИП. Начнете продавать свои услуги, впервые можете заработать через интернет. А у кого-то появится новая идея, как монетизировать свое хобби. Одно из лучших новолуний месяца, чтобы ставить себе конкретные финансовые цели. Накопить определенную сумму, закрыть кредит, увеличить доход, сменить работу, начать собственный проект. Может быть, по новолунию вы что-то новое купите. Может быть, даже недвижимость, потому что знак Рака отвечает за дом, за семью, за наше чувство безопасности. И эта энергия новолуния будет действовать 2 недели, а в конце месяца будет мощное соединение Солнца с Юпитером, когда вы можете загадывать желания, особенно что касается финансов, купить машину, квартиру, ценные какие-то себе вещи. Обязательно делайте карту желаний. Я сделала для вас гайд, инструкцию. Инструкция по цене 2 чашек кофе, но у вас будет инструмент, как правильно составлять свои желания, чтобы они воплощались в реальность. Я 5 лет последних делаю свои карты желаний именно по этой инструкции. Я прописала вам, каким цветом, в каких секторах что писать, и как сразу же сделать так, чтобы в течение 2 недель исполнилось ваше первое желание, как запустить свою карту. Сразу говорю, что ссылка есть в описании, комментарии закрепленно, потому что я всегда говорю информацию, рассказываю, но все равно потом спрашивают, а где найти гайд, а как его купить, а как у вас консультацию заказать. Ссылки в комментариях ищите или в описании под этим видео. В описании канала тоже всегда есть вся информация.
лучшее время, чтобы прописывать желания на целый год вперед, потому что Юпитер во Льве очень щедрый, сильный, максимально благоприятный, еще и соединяясь с Солнцем. Солнце — это и есть хозяин знака Льва, но это самый благоприятный день. Я расскажу в конце видео, какого числа именно, для исполнения ваших желаний, для расширения возможностей, для того, чтобы вы прописывали свои намерения на целый год вперед. А 14 июля еще и происходит соединение Меркурия с Солнцем. Меркурий — ваша планета-управитель. Именно в эти дни могут прийти очень важные новости, документы, предложения, идеи, связанные с деньгами. Может быть перевод какой-то суммы на ваш счет. Солнце прояснит, как обстоят ваши дела в той теме, которая для вас актуальна сейчас. Вам могут позвонить по поводу работы, сказать, что вас утвердили, что вы прошли испытательный срок или что собеседование прошло удачно. Вам могут предложить подработку, вернуть долг, согласовать сделку, подписать договор какой-то важный или наконец-то решиться вопрос, который долго вы откладывали. Какой-то контракт можете подписать. И это не важно, это страховая или контракт купли-продажи, и договор или договор аренды. То есть тут он именно 14 июля может подписаться. Не переживайте, что Меркурий ретроградный, там достаточно у вас поддержки сейчас в июле. Вы просто проверяйте, чтобы не было ошибок, может быть там какая-то опечатка, и нужно будет переделывать договор. Третий аспект. Венера в вашем 4 доме гороскопа находится, она будет делать квадрат к Урану в вашем 1 доме гороскопа. Тут могут быть неожиданные события дома, поломка техники, нужно вызвать сантехника, там еще что-то починить, или вы захотите сделать перестановку, начать ремонт, поменять мебель, купить новую технику, вообще изменить место жительства. Кто-то из вас буквально может проснуться с мыслью, что вы больше не хотите жить в этом месте, в этом городе или в этом доме. Могут быть неожиданные гости, срочные бытовые вопросы, расходы на дом, переезд. Но квадрат Венеры с Ураном часто дает приятные неожиданности. Может быть, вы найдете квартиру своей мечты, неожиданно получите хорошую сделку, быстро продадите недвижимость или спонтанно решите вопрос, который местами не сдвигался. К примеру, вы просыпаетесь утром, вам звонит арендодатель и говорит, что все, я продаю квартиру, ищи себе новую. Вы в панике, но тут же на следующий день вам предлагают классную квартиру прямо рядом с работой. Так может проиграться вот эти все аспекты. В отношениях с близкими могут быть какие-то сюрпризы, вы можете помириться после долгой ссоры, но также можете и вспыхнуть, будьте осторожны. Или ваша дочь, ваш сын могут познакомить вас со второй половинкой, да, сказать, что вот, это моя девушка или это мой парень. Могут измениться семейные планы буквально за один день. Главный совет этих дней — не цепляться за старый сценарий, потому что новолуние открывает новый финансовый цикл. Меркурий приносит идею, информацию, новость. Уран показывает, что иногда самые лучшие возможности приходят именно тогда, когда планы неожиданно меняются. Если жизнь разворачивает вас в другую сторону, не спешите считать это проблемой. Присмотритесь, почему, для чего это. Очень вероятно, что она ведет вас к более выгодному варианту. 18 июля Уран в вашем знаке будет делать благоприятный аспект к Плутону в Водолее. И это касается 1 и 9 домов гороскопа. Самый редкий, самый мощный аспект последних столетий. Я даже не знаю, когда последний раз такое было, при нашей с вами жизни точно этого не было. И такие планеты очень мощные, задействованные. Они отвечают не просто за повседневные события, они меняют эпоху, меняют коллективные процессы, меняют, в принципе, очень много будет перемен в политическом, да, мире, на мировом уровне, на уровне государств. Уран — планета свободы, прорыва, новых технологий, неожиданных возможностей, судьбоносных поворотов. Планета глубокой трансформации, власти, больших денег, полного обновления жизни. Эти две мощнейшие планеты, слава богу, образуют гармоничный аспект, потому что если бы они напряженный аспект, не знаю, делали, я даже не представляю, что могло произойти. Тут открывается окно возможностей. Этот аспект не разовый, в ноябре он повторится снова, поэтому все, что начнет происходить сейчас, это не случайность и не событие одного дня. Открывается целый коридор с июля по ноябрь, коридор возможностей. Если сейчас жизнь предлагает вам новые направления, знакомит с какими-то новыми людьми, подталкивает куда-то к переезду, меняет обстоятельства, может быть, подталкивает к обучению, новой профессии, собственному делу, не сопротивляйтесь, вас умоляю, потому что это начало очень большого цикла, и не бойтесь этого. Причем Уран еще и в вашем знаке находится. Изменения начинаются именно с вас прежде всего. Вы меняетесь внешне, внутренне, меняется ваше мышление, стиль общения, окружение, образ жизни, ваша внешность. Многие из вас впервые почувствуют желание идти своим путем, жить по своим правилам, перестанете зависеть от чужого мнения и начнете выбирать себя. Плутон в 9 доме будет буквально расширять горизонты. Вы можете начать изучать совершенно новые направления, выйти на международный уровень, переедете, начнете работать с иностранцами, может быть, даже женитесь, выйдете замуж за иностранца, переедете в другую страну из-за этого. Можете оформить важные документы, получить загранпаспорт другой страны, визу, ВНЖ, гражданство, подпишите международный какой-то контракт с крупной компанией или начнете сотрудничать с иностранной компанией. Впервые, может, даже вы полетите за границу или вообще впервые сядете в самолет.
Может быть переезд в другой город, страну, поступление в университет, начало обучения, начало изучения языка, получение диплома, важного сертификата, повышение квалификации, может даже победа в каком-то масштабном конкурсе, соревновании. Для многих из вас проиграется тема еще иностранцев. А может быть не только брак, просто знакомство с человеком другой культуры, который откроет для вас новые горизонты, что-то предложит вам интересное. Отношения на расстоянии тоже могут быть. У кого-то появится возможность выйти на большую аудиторию, масштабировать свой бизнес, начать преподавать, запустить блог, выйти в СМИ, написать книгу, стать экспертом в своей сфере. Очень-очень мощнейшая энергия. Вы можете получить новую должность, где придется руководить большими коллективами, влиятельными людьми или крупными компаниями. Это станет совершенно новым началом вообще вашего не просто вашей жизни, а вообще вашего уровня дохода. Может резко возрасти ваш доход просто за сутки. Так как Уран находится в первом доме, изменения касаются вас лично, они вас не обойдут в любом случае. Главное, не бойтесь, что жизнь складывается непривычным образом. Действуйте спокойно, смотрите, через какие неожиданные события вас подталкивает к изменениям судьба, какие двери она вам открывает, присматривайтесь, прислушивайтесь. Даже если ситуация не связана с переездом, документами, иностранцами, юридическими делами, обратите внимание на главное, что в эти дни происходит, какую информацию вы получаете, кто вам помогает выйти за привычные рамки, что меняет ваше мировоззрение, дает шанс вырасти. Может быть, у кого-то из вас рождается ребенок или внук первый, ваша жизнь полностью изменит направление, кто-то примет решение о браке, кто-то станет родителем, кто-то получит предложение, которое много лет ждал в карьере, а кто-то поймет свое истинное предназначение. У каждого аспект проиграется по-своему, но смысл у него один – расширение вашей жизни, начало нового этапа. С июля по ноябрь Вселенная несколько раз открывает перед вами двери. Чем смелее вы будете принимать вообще, в принципе, перемены и новые, тем сильнее может измениться в лучшую сторону ваша жизнь в ближайшие годы. Но помните, что в июле будут очень какие-то громкие заявления и события среди политических лидеров вообще в нашем мире в целом. И, не знаю, какие-то очень масштабные новости. Посмотрим, что нас ждет. Я рада, что энергии не напряженные, но никто не знает, в какую сторону эта энергия может выстрелить. 20 и 21 июля будут происходить сразу несколько очень мощных астрологических событий. Я уверена, что именно один из этих аспектов сейчас начнут активно обсуждать в Ютубе. Многие астрологи будут пугать оппозиции Юпитера и Плутона, рассказывать о кризисах, конфликтах, глобальных потрясениях. На глобальном уровне, да, может быть, но сейчас я вам расскажу, почему не стоит этого бояться. Многие мне в прогнозе про Юпитер во Льве тоже писали, а почему же вы не сказали, что Юпитер не такой же благодетель? Нет, Юпитер благодетель, другие какие-то могут создавать напряженные аспекты, да, другие планеты, но Юпитер поддерживает. Смотрите, во-первых, такие аспекты в первую очередь проигрываются на мировом уровне. Мы будем видеть громкие политические новости, важные решения руководителей государств, крупных компаний, международных организаций, громкие заявления, знаменитостей каких-то, перестановки во власти или события, которые будут обсуждать во всем мире. Конечно, это фон, он почувствуется каждым из нас, но почему гораздо реже говорят еще о хороших аспектах, которые будут. В этот же день Юпитер будет делать гармоничный трин к Нептуну, планете веры, высшего смысла, духовной поддержки, помощи свыше. А уже 21 июля Юпитер формирует секстиль к Урану в вашем знаке, который принесет неожиданные решения, счастливые совпадения и новые возможности. Получается, что это не история, когда все рушится из-за оппозиции Юпитер-Плутон, а то, что даже если происходят большие перемены, практически сразу появляется новый выход, новые возможности, неожиданное решение. Как это может проиграться у вас? Тема этих дней – выбор и большие перемены. Юпитер приносит возможности расширения горизонтов, новые перспективы, поддержку, удачу, знакомства, обучение, путешествия, юридические вопросы, международные связи, рост дохода, повышение статуса и шансы изменить свою жизнь к лучшему. Оппозиция к Плутону о том, что эти возможности могут потребовать от вас важного решения и выбора. Жизнь может поставить вас перед выбором. Оставаться на привычной работе или соглашаться на новое предложение. Жить по-старому или решиться на переезд. Продолжать терпеть отношения или начать новую главу жизни. Оставить все как есть или наконец-то заняться тем, о чем давно мечтали. Для кого-то из вас выбор будет касаться денег, для кого-то семьи, работы, здоровья, учебы, документов или места жительства. А может быть, решения связаны с детьми, с родителями. Вы поймете, что пришло время полностью изменить привычный образ жизни. А оппозиция – это когда приходится выбирать. Но не забывайте, что в эти же дни Юпитер получает поддержку от Нептуна и Урана, поэтому даже если сначала ситуация покажется вам неопределенной, напряженной, очень быстро обстоятельства начнут складываться в вашу пользу. Нептун усиливает интуицию, подсказывает правильное направление, дает помощь от кого-то.
Можете почувствовать внутреннюю уверенность, встретить человека, который даст нужные советы или поможет действительно финансово как-то. Можете получить помощь именно тогда, когда она будет вам необходима. Уран буквально за один день может изменить ситуацию. Неожиданный звонок, ваш шаг. Главное, что тут секстиль, надо, чтобы вы действовали. Если вы кому-то позвоните, может быть, договоритесь о встрече, попросите чего-то. Может быть, даже получите предложение, которое не планировали. Будет счастливое совпадение обстоятельств. Все это может полностью изменить ваши планы. События будут складываться неожиданно, но все-таки удачно и во благо вам. Может появиться возможность переехать в другой город, страну, оформить документы, получить визу, гражданство. Может вы начнете свой бизнес, поступите куда-то в университет или на курсы, пройдете обучение, получите сертификат, новую профессию получите, выйдете первый день на работу или стажировку. Поэтому будет стресс, но все равно это новые возможности. Да? Могут быть крупные покупки, продажа недвижимости, автомобиля, оформление ипотеки или кредита. Даже семейный статус у вас может поменяться. Можете получить предложение руки и сердца. Возможно, у вас там свадьба, роспись, начало новых отношений. Для кого-то это может быть и развод, но все равно с благоприятным исходом, и вы останетесь довольны, да, как вы поделили имущество или как вы разошлись. Можете узнать о беременности, о рождении ребенка в вашей семье. Возможно, неожиданные командировки, дальние поездки, знакомства с иностранцами, какие-то юридические вопросы, подписание важных документов, которые увеличат ваши доходы. Кто-то может принять решение уволиться, сменить профессию и полностью изменить направление своей жизни. Не бойтесь, если что-то нужно выбирать. Да? Иногда самый смелый шаг открывает дверь туда, куда вы не могли бы попасть, если продолжали держаться за старое место. 22 июля Солнце переходит в знак Лев на целый месяц, ваш третий дом гороскопа. Общение, информация, документов, поездок, обучение, переездов, контактов, ближайшего окружения. Можете купить билет, куда-то поехать, полететь на отдых, в отпуск. Кто-то из вас будет менять автомобиль, приобретать новые гаджеты, технику, средства связи, транспорт, все, что связано с мобильностью и передвижением. Активно будут продвигаться документы, оформление, подписание, получение справок, виз, разрешений, особенно потому что Меркурий разворачивается до 3 июля в прямое движение. Появятся важные новости, сообщения, разговоры, которые поменяют ваши планы. Может активизироваться обучение, сдача экзаменов, повышение квалификации, новые знания, навыки вы будете получать. Если у вас есть дети, тогда их обучение, кружки, экзамены, поездки, оформление, новости, активное движение вокруг их дел, вы будете участвовать в их жизни. Если дети взрослые, важные новости и перемены в их жизни, поездка к ним или они к вам приедут. Радостные новости от них какие-то получите. Усиливать социальную активность, больше у вас будет общения, больше флирта, поездок, переписок, коротких встреч. Может появиться желание вести блог, чаще говорить о себе, заявлять о своих идеях, выходить в люди. А 23 июля Меркурий наконец-то пойдет в прямое движение в доме финансов. И если в последней неделе были задержки с деньгами, паузы в выплатах, зависшие сделки, непонятная ситуация с доходом, все начнет продвигаться вперед, и начинают приходить деньги, которые задерживали, зарплата, перевод, оплата за работу, возврат, расчеты по сделкам. Может появиться ясность в вопросах работы и источника дохода. Станет понятно, где вы зарабатываете, на каких условиях. Может быть, наконец-то после отпуска вы ходите на работу, либо вы искали работу, вы ее находите и с 23 июля устраиваетесь, подписываете документы официально. Могут продвигаться вопросы, связанные с имуществом, продажа, покупка недвижимости, техники, семейные финансовые решения. Деньги, материальные вопросы снова начинают продвигаться, проясняться после периода торможения ретро-Меркурия. 27 июля Солнце, оппозиция Плутон. Могут всплыть какие-то важные новости, документы, разговоры, которые требуют от вас немедленного решения. Может ощущаться как давление, что нужно выбирать какую-то сторону, принимать решение, отстаивать свою позицию. Ситуации могут быть такие, что, к примеру, конфликт возникнет в переговорах или при оформлении документов, давление со стороны руководства, госструктур, юридических вопросов. Вы, к примеру, идете подавать что-то, оформлять собственность на недвижимость, заходите, а там написано, что все, у нас отпуск там на целый месяц. Вы упираетесь в какую-то стену. Может быть спор по поездкам, обучению, международным делам, резкая смена планов из-за информации или решений других людей. Может быть новость, которая все меняет, и дальше уже нельзя оставаться в прежней позиции, да? День силы и давления, где через информацию, слова или документы происходит поворот решения. Важно не действовать импульсивно, не вступать в силовые споры, лучше держать позицию спокойно, но твердо. 29 июля мощные два события. Солнце соединяется с Юпитером в третьем доме. Но это просто самое прекрасное событие из всех возможных. Плюс полнолуние в Водолее. Третий дом, опять же повторюсь, вам знаком. Это информация, общение, поездки, обучение. Солнце с Юпитером максимальное расширение дают через информацию и о ваше окружение, ваших близких. День, когда могут приходить очень хорошие новости, очень хорошие предложения, которые открывают новые возможности. Аспект действует пару дней после 29 июля. Мне так нравится, когда я рассказываю о каком-то аспекте, мне в комментариях пишут, ну вот, все, 29 июля ничего не произошло, вот что вы мне сказали. А вот 30-го, да, произошло.
Слушайте просто внимательно прогнозы. Можете получить важное сообщение, которое поменяет ваши планы, придет предложение какой-то о работе, подработке, сотрудничестве. Новости могут быть от ваших родственников, какие-то новости от соседей или с ними что-то вместе, возможно, будете планировать. Старт обучения, курса, проекта. Вы можете подарок получить, потому что Юпитер очень щедрый во Льве, и Солнце управляет этим знаком. Классно, даже может автомобиль, может кто-то вам обучение оплатит или консультацию какую-то. Очень часто мои клиенты дарят друг другу мои консультации, девочки, особенно подружки. Вот вы тоже можете получить что-то в подарок. Можете подписать важный документ, контракт долгосрочный, да, на сотрудничество. Может, вы, не знаю, подписываете какой-то рекламный контракт и будете лицом какого-то бренда. Может быть, покупка крупной какой-то вещи, статусной. Может, даже транспорт какой-то прям красивый, классный, который вы давно хотели. Ценное имущество какое-то. Очень сильна тема публичности и проявления. Может быть, какое-то видео наберет просмотры у вас в интернете, в соцсетях, на работе, может быть, вы как-то себя проявите вообще, и будет коллектив вам там аплодировать. Еще может быть день очень хорошей, удачной поездки, отдыха, отпуска, решения вопроса в дороге, получение прав, получение разрешения какого-то, может быть, даже какой-то награды. Может быть, важное знакомство, кстати, если вы одиноки, важное знакомство, личная жизнь, которая дальше пойдет в рост. Вам могут какую-то сумму перевести, неожиданную, бонус, премию, предложить что-то очень выгодное, помощь получить от человека, от которого не ждали. Удачное стечение обстоятельств в конце июля вас ждет. И происходит полнолуние в знаке Водолея. Это ось 3 и 9. Опять же, полнолуние тут дает финал, развязку, результат, кульминацию. 3 дом, который связан с передвижениями информации, 9, который с дальними странами, людьми издалека, с вашим мировоззрением, с законами, с крупными системами. Может завершиться юридический вопрос, который долго длился, если он особенно начался где-то в феврале 2026 года. Оформление документов. Может, вы на машину оформляли документы. Может, окончание обучения, получение результата, принятие решения о поездке, переезде, закрытие темы, которые связаны с иностранцами, дальними связями. Важная новость, которая ставит точку в каком-то процессе. Все, по полнолунию все, уже решение принято, и идете дальше по новому пути. Полнолуние закрывает какой-то важный цикл, а соединение Солнца с Юпитером дает вам шанс или подарок. Можете получить возможность и сразу понять, куда идти дальше. Очень сильная точка месяца, одна новость, разговор, договор, способны развернуть дальнейшие сценарии. Мощный, слишком мощная энергия. Так интересно, как проиграется у каждого из нас. Вы обязательно делитесь. У меня тоже есть планы на июль, и я на него делаю большие ставки в приятном смысле этого слова. И обязательно 29 июля при соединении Солнца и Юпитера, двух мощных планет, загадывайте, прописывайте свои желания, делайте карты желаний. Меркурий уже в прямом движении. Солнце соединяется именно во Льве, в самом щедром знаке Солнечной системы. Обязательно прописывайте свои желания, покупайте гайд. 2 чашки кофе, но вы зато правильно сформулируете свои желания, они исполнятся в течение года. Потом еще будете мне писать, как вы мне благодарны, что за $9 исполнили мечту на $9000. А я желаю вам удачного и счастливого месяца, дорогие близнецы.